Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фрики Викинг. Всем хорошего настроения. И в этом видео я хотел бы поделиться с вами своими мыслями, как бы я собрал метовую пятерку командиров для битвы в поле на сентябрь 2021 года. Именно метовую дамажную пятерку, которая будет наносить очень много ущерба вашему сопернику. Также бонусно мы рассмотрим вариацию, когда можно собрать 4 боевых отряда и один отряд как саппорт-отряд, либо же саппорт-отряд с неплохим уроном. И в этой пятерке также будут фигурировать командиры, которые, в принципе, могут пойти по направлению деф и ралли. Но основная идея этого видео в том, чтобы понять, как можно на сегодняшний день сформировать действительно на легендарных командирах лучшие вариации, по моему мнению, для битвы в поле. Ставим лайкос и поехали! Видео о топовой пятерке для полевых битв я хотел бы начать с новой связки, которая появилась буквально недавно, после выхода новых лучников. И действительно, эта связка зарекомендовала себя очень круто в битвах в поле. Это, как вы, наверное, догадались, Амани и Артемисия. Очень крутая связка, много урона от навыка, урон от навыка по области от Артемисии, много бонусов к урону и атаки для лучников. И также Амани дает еще и способность игнорировать молчанку. Плюсом эта связка, помимо поля, зайдет у вас на гарнизон, если вам необходимо подефаться лучниками. Поэтому совершенно заслуженно ставлю ее в топ, ставлю эту связку в пятерку, в лучшую пятерку, так скажем, командиров на сегодняшний день для битвы в поле. И сам, наверное, в ближайшее время прокачаю себе эту связку. Далее переходим к олдскульной связке, уже к легендарной, это Гуани Леонид. Здесь может быть вариация Гуани Алекс, и мы как бы можем отойти от Леонида. Но я считаю, что Леонид у нас является более крутой парой для Гуаня. Эта связка лучше работает у нас именно в разрезе одной связки. Эта связка наносит колоссальное количество урона. Леонид обладает способностью балансировать Гуаня, дает возможность получать меньше тяжей, если вас убивают. И в целом про эту связку можно уже много не рассказывать, все ее знают. Она действительно самая лучшая, и с Леонидом это лучшая вариация Гуаня. Про Алекса поговорим чуть позже, так как будут вариации, где мы можем использовать Алекса, потому что Александра, наверное, нужно рассматривать не только в разрезе связки какой-то определенной, но и рассматривать то, что это все-таки у нас саппорт, который дает очень приличную поддержку. Далее следующая связка, и я считаю, что здесь как раз таки ее можно варьировать. Это связка на навухе. Первая вариация, которую я бы выбрал, наверное, более приоритетной для себя, по крайней мере, это навуха или сонге. Также здесь много рассказывать не стоит. Очень много урона по области, два хороших сплэша. Также навуха дает определенную плотность, что позволяет связке дольше жить. И луки уже сегодня без плотности в принципе особо не работают. И варьировать эту связку можно Рамзесом, то есть отказаться от Лисонге и взять связку Рамзес Навуха. Эта связка будет более направлена в одну цель, соответственно, мы уже не будем здесь получать сплэш-урон от Лисонге. Будем получать все-таки вгрызание в цель от Рамзеса. Также Рамзес еще больше даст плотности этой связки. Поэтому вариации есть, и тут я бы выбирал под свой стиль игры и под свои усмотрения, кого же выбрать вторым командиром, но эта связка будет основываться у нас на навухе. Далее, следующая связка, и здесь у нас уже кони, не менее легендарная связка уже на сегодняшний день. И я считаю, что на сентябрь 2021 года совершенно заслуженно в первых также рядах в пятерке, в метовой пятерке для полевых битв у нас появляется, естественно, Сянью и Вильгельм. Два сплэша по области, большое количество урона от навыка, куча эффектов от этих двух командиров, плюс возможность дешево прокачать для начала Вильгельма, не прокачать его в фулл изначально, но в целом
просто может быть другая вариация, то есть если вы рассматриваете другой стиль игры, например, здесь может зайти Аттила Такеда, потому что для кого-то Аттила Такеда для поля плохая связка, для кого-то хорошая, все зависит от вашего стиля игры, но я считаю, что Сянь Юй и Вильгельм на сегодняшний день лучшая связка коней именно для полевой пятерки. Если вы собираете на командирах из разного профиля просто метовые связки, то Сянь Юй и Вильгельм здесь встают безоговорочно. И пятая связка, это будет у нас вариация именно боевая, то есть когда мы рассматриваем 5 боевых отрядов, чуть позже мы поговорим о вариации с саппортом, 4 отряда боевых, 1 саппорт, и здесь у нас будет большой выбор и большая вариативность. Я на выбор поставил 4 командира и сейчас расскажу, что мы можем собрать на пятую связку. Я увидел ее пехотной. Я считаю, что на сегодняшний день, вот в пятерку, именно для поля пехотная связка пятая подойдет лучше всего. В принципе, позиции, ну, как я рассказывал, там первая, вторая, третья, четвертая, пятая связка, ну, как бы это все условность, это никак не делает, там, например, связку Амани и Арти самые приоритетные, просто, в принципе, мы не обращаем внимания именно на позицию. То есть счета у нас какого-то определенного нет. Здесь какие могут быть вариации? Могут быть вариации Александр Харальд, либо же Пакаль Харальд. В чем разница? Александр Харальд будет, так скажем, менее стойкой связкой, чем Пакаль Харальд, но Алекс будет у нас давать, опять же, поддержку. То есть, если под Гуня мы все-таки поставили Леонида, то в пятую связку я бы засунул Алекса. Потому что, так скажем, на сворме, когда вы будете принимать сворм, Пакаль Харальд будут показывать лучшие результаты. Когда вы в фокусе, Алекс с Харальдом будет колотить в цель очень классно. Пакаль с Харальдом тоже будут классно колотить в цель. Но вот именно поддержка от Алекса становится решающей в выборе. Ставить вам связку на Харальде Алекс Харальд, либо же Пакаль Харальд. Но, опять же, если у вас, к примеру, нет Леонида, вы поставили Алекса под Гуаня, то здесь можно уже поставить пятую связку, именно Пакаль Харальд. Если вам не нравится Пакаль и не нравится Харальд, почему я именно начал с Харальда и с Алекса, потому что именно работа Харальда для меня на сегодняшний день самая классная, мне больше всего нравится его механик, как он работает, просто мой любимый командир в целом, и я действительно убежден в том, что дает он всегда отличные отчеты. Поэтому я и поставил, так скажем, в приоритет выше, чем Чока. Дальше уже мы будем смотреть вариацию с Чоком. То есть здесь уже у нас все будет проще. Это Александр Чок. От Пакали мы отказываемся. Плюс, если мы выбираем Пакаль Харальд, то это у нас ролийная связка. То есть параллельно к тому, что мы собираем полевую пятерку, это классная ролийная связка. Нужна ли она вам? Это уже второй вопрос. Александр Чок также будет очень классной вариации, большое количество урона. В принципе, на сегодняшний день это лучшая вариация Алекса. То есть, когда мы делаем связку на Алексе, с Чоком это будет самая сочная связка, которая, вгрызаясь, наносит очень много урона. Это именно вариация пятерки, которая полностью боевая. То есть, Амани Арти, Гунь Лео, например, Навуха Лисонге, Сянь Вилли и, к примеру, берем Алекс и Харальд. Либо же какую-то другую вариацию, которую я вам предложил из этих 4 командиров. Если мы отказываемся от Лео под Гуанем по каким-то причинам, Алекс мог быть у вас прокачан раньше, то есть ставим, соответственно, Гуань Алекс, берем, к примеру, Пакаль Харальд, и у нас получается вот такая картина. Но мы можем отказаться от пятой связки, которая полностью боевая. Мы можем сделать все-таки саппорт-отряд. И я предлагаю вам собрать его из 3 командиров. Основываться мы будем на Трояне. И есть 2 варианта поставить под него либо Этельфлет, и это будет у нас более саппорт, ну, более саппорт связка, да, то есть больше направлена именно в поддержку, потому что Этельфлет будет дебафать соперника и при этом наносить неплохой урон по области.
Если мы будем ставить эту вариацию с Харальдом, то здесь мы получим более боевую связку. То есть Харальд у нас также будет наносить хороший урон. Харальд будет давать хороший размен, когда на вас наводит фокус. Покальд при этом будет поддерживать Харальда, потому что Харальд у нас на пехоте не имеет никакой плотности. В навыках у него ничего такого нет. Он, наоборот, дебафает свою защиту. А здесь как раз-таки Троян будет все это дело балансировать. Если мы, к примеру, выбираем связку Троян-Харальд, то я бы, наверное, из четвертой связки, вернее, из пятой связки все-таки поставил Алекса под Гуаня, то есть убрал бы Леонида. Да, мы чуть-чуть бы потеряли в связке Гуань-Леонид, но мы бы получили, как я уже и сказал, связку с Алексом. То есть Алекс у нас будет выступать саппортом. Если мы выбираем связку Троян и Тельфлет, я думаю, что здесь я бы не стал убирать Леонида из-под Гуаня. Но это, опять же, это вариации, которые вы можете собирать под свой стиль игры. Но на сегодняшний день вот из этих вариаций я предлагаю собрать вам лучшую пятерку для поля. Делать ли ее полностью боевой, либо делать пятый отряд с Трояном, который будет саппортить. Действительно, Троян на сегодняшний день, по моему мнению, лучший саппорт. Это уже дело на ваше усмотрение. На этом буду заканчивать. С вами был Фриги Викинг. Надеюсь, данное видео вам поможет. Возможно, вы идете по пути именно к метовой пятерке, и на будущее можете уже немножечко распланировать какие-то определенные связки. Конечно, будут выходить новые командиры, будут новые вариации. Либо же вы уже близки к этому делу и просто не знаете, как лучше сформировать свои армии, и имея там большее количество тех командиров, которые я вам перечислил. По этому видео можете также поразмыслить, как лучше вам сделать. Всем хорошего настроения. Не забываем лайкос. Скоро увидимся.